Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Основным симптомом неисправности терморегулятора является то, что холодильник не добирает температуру или же очень морозит, при этом не выключаясь. Терморегулятор имеет такой внешний вид, состоит из самого переключателя и термотрубки, в которой закачан газ, который при расширении и сжатии двигает мембрану и срабатывает микровыключатель, который находится в этом реле. Холодильник у нас старенький, Минск 15М, но еще работает. Для проверки температуры можно воспользоваться обычным термометром или инфракрасным, которым легко определить температуру в морозильной камере и холодильнике. Если же ваш холодильник вообще не морозит, а компрессор работает, то проверьте заднюю стенку, конденсатор. Она должна быть теплая. Если она холодная, то проблема в отсутствии хладагента. Мой холодильник поработал, набрал необходимую температуру, выключился и больше не включается. Это проблема терморегулятора. Проверяем температуру в морозильной камере. Она равняется минус 2 градуса, а должно быть минус 18. Значит, не включается терморегулятор. Сначала необходимо снять корпус терморегулятора. Для этого отстегиваем ручку регулятора и откручиваем корпус терморегулятора. И отстегиваем весь корпус. Перед нами здесь идет лампа освещения и сам терморегулятор. Снимаем контакты терморегулятора и проверим его работу. Включаем тестер на проверку сопротивления и проверяем. Вот видно, что контакты не замкнуты, значит надо ремонтировать. Откручиваем гайку фиксации терморегулятора. И вынимаем из своего корпуса терморегулятор. Здесь внизу есть болты фиксации, необходимо их открутить и отключить эту трубку. И вынимаем с корпуса. Здесь идет маленький термостат, который при расширении увеличивается и при сжатии уменьшается, нажимая кнопку выключателя. Подключаем контакты к омметру и проверяем, как он срабатывает на нажатии. При нажатии видно, что никаких движений стрелки нет и сопротивление не меняется. Значит, нужно разбирать корпус термостата и проверять, что с контактами. При нажатии на кнопку она замыкается и раскрывается. Здесь виден большой нагар, что создает большое переходное сопротивление. И возможно поэтому не срабатывает реле компрессора. Возьмем небольшой кусочек наждачной бумаги мелкой и почистим оба контакта. Вот контакты снова почищены. Проверяем замыкание, чтобы не было неровностей. И проверяем сопротивление. Нажимаем. Сопротивление четкое, контакты чистые. И никаких препятствий для замыкания контактов нет. Теперь можно одевать на место крышку контактной группы. Здесь видно, что было подгорание, оно почернело. Фиксируем на свое место. Можно прикручивать эту часть до термостата. Прикручиваем на место выключатель термостата. Пропускаем на место трубку. Подключаем провода электропитания термовыключателя. Фиксируем его на своем месте. И фиксируем на своем месте кожух терморегулятора. Ставим на место ручку регулятора температуры. И стеклышко с лампочкой освещения.
год работы сделана, и можно проверять, как работает холодильник. На стенках уже минус 18. Значит, процесс идет. В холодильной камере пока 7 градусов. Еще сюда холод не пришел. После очистки терморегулятора холодильник стал снова включаться и выключаться в штатном режиме. Значит, замена нам не нужна. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как отремонтировать терморегулятор холодильника, если он не включается. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.